Снимаешь гель-лак неправильно? Вот почему ногти портятся. Привет, девчонки! Я рада видеть вас на моем канале. Сегодня у нас супер полезное видео. Покажу, как правильно снимать гель-лак и делать аппаратный маникюр, чтобы не повредить ногти. Расскажу, какие фрезы использовать, на какой скорости работать и дам лайфхаки, которые используют мастера с опытом более 10 лет. Обязательно досмотрите до конца, там бонус для вас. Для начала рассмотрим, что нам нужно в работе. Аппарат для маникюра 35 тысяч оборотов в минуту и выше, фрезы, керамическая кукурузка, пламя, шар, пушер или апельсиновая палочка, пилка 180-240 грит, щеточка и антисептик. Также безворсовые салфетки, средства для обезжиривания и масло для кутикулы, если вы не планируете покрывать ногти гель-лаком. Перед началом работы обязательно обработайте руки, и инструменты должны быть стерильны. Безопасность прежде всего. Не забываем про одноразовые перчатки, если вы работаете с клиентами. Итак, снятие гель-лака фрезой. Фреза керамическая кукурузка или твердосплавная кукурузка. Красная или синяя насечка. Начинаем со снятия покрытия. Берем фрезу кукуруза. Я работаю на скорости от 20 до 25 тысяч оборотов в минуту. Аппарат держим как ручку. Упор мизинцем на палец клиента или на свой палец. Движения плавные, не замираем на одном месте, чтобы не перегреть ногтевую пластину. Снимаем покрытие в одном направлении, например, справа налево. Не задеваем натуральный ноготь, не задеваем кожу на ноготке. Оставляем тонкий слой базы, если не планируем полный демонтаж. Важно, не давите на ноготок. Фреза должна работать за счет скорости, а не давления. И также фрезой можно укоротить ногтевую пластину. И потом подпиливаем пилочкой, подправляем форму. И также пилочкой чуть-чуть прохожусь по ногтевой пластине. Итак, как же правильно пилить? Вот вам техника. Всегда в одном направлении. Не пили туда-сюда. Пиление ножовкой – причина расслоений. Начинайте с краев и двигайтесь к центру. Пилку держим параллельно ногтю, не под углом, иначе истончается свободный край. Не прижимай пилку сильно. Легкие движения несколько раз лучше, чем один агрессивный. Руку и палец держи устойчиво. Можно опереться локтем на стол. И вот какие ошибки часто делают новички-мастера. Пиление туда-сюда – это расслаивание. Слишком грубая пилка для натуральных ногтей. Слишком короткое подпиливание у боковых валиков, тогда ногти трескаются. И слишком острые углы спровоцируют зацепки и трещины. Итак, переходим к маникюру. Берем пушер или апельсиновую палочку. Если вы новичок, рекомендую использовать апельсиновую палочку тупым концом. И отодвигаем немного кутикулу. Если она приросла к ноготку, ее можно пушером или апельсиновой палочкой приподнять. И тогда будет удобнее нам работать фрезой. Переходим к аппаратному маникюру. Берем фрезу пламя с красной насечкой. Диаметр 1,8 или 2,8 мм. Работаем на скорости от 10 до 15 тысяч оборотов в минуту. Работаем сначала в одну сторону, от центра влево, потом меняем направление вправо. Фреза работает боковой частью, не тычком. Приподнимаем и раскрываем кутикулу. Главное, не спешите. Легкое касание и никакого давления. Если вы чувствуете, что фреза дергает, значит скорость низкая. Или вы не той частью фрезы работаете. Вначале проходим все пальцы в одну сторону, влево, затем переключаем машинку и работаем в другую сторону, вправо. Также от центра и вправо к боковым валикам. Давайте разберем ошибки и советы. Вот несколько частых ошибок, которые я вижу у новичков. Во-первых, это давление на фрезу. Также работа тупыми или неподходящими фрезами. Или
пренебрежение скорости либо слишком быстро, либо слишком медленно. Также работа без упора мизинца. Всегда должен быть упор мизинцем. Посмотрите на мои руки, как я работаю. Я всегда своим мизинцем правой руки ищу упор. И если вам больно при маникюре, мастер что-то делает не так. Правильный аппаратный маникюр не должен вызывать боль. Итак, пройдемся еще раз по рекомендованным оборотам. Снятие гель-лака от 20 до 25 тысяч оборотов. Когда вы работаете фрезой пламя, от 10 до 15 тысяч оборотов. Когда работаете с шаром, от 7 до 10 тысяч оборотов в минуту. Далее работаем фрезой шар. Диаметр 2,3 мм с красной насечкой. Шариком убираем огрубевшую кутикулу. Работаем без давления. Кончиком фрезы буквально скользим по коже. Можно немного натянуть боковую пазуху, чтобы не зацепить живую кожу. Точно так же работаем и этой фрезой. От центра ногтя к боковым валикам. Вначале вправо, затем переключаем аппарат и проходимся в другую сторону, влево. После аппаратной обработки можно пройтись бафом по ногтю. Совсем легко, чтобы убрать глянец. Если вы дальше планируете покрытие, обезжириваем. Если нет, наносим масло для кутикулы и делаем массаж пальчиков. Если тебе было полезно, поставь лайк. Это помогает видео продвигаться. Подписывайся, впереди будут гайды по дизайну, укреплению и топ-ошибкам мастеров. Пиши в комментариях, хочешь ли видео про фрезы для новичков или разбор моих инструментов. До встречи, красотки!